Привет, 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 песеры, с вами Морж. Совсем скоро заканчивается у нас пак с легендами, все бесплатные крутки мы уже забрали, и я решил провести эксперимент, сколько я смогу поймать легендарных игроков именно с бесплатных круток. На ПК у меня 10 аккаунтов, вы знаете, на мобилке мне на 2 аккаунтах бесплатно выпал Макелеле. Ну и смотрите, по описанию пака я хочу обратить ваше внимание на фразу: вероятность заключения контракта со всеми игроками из списка одинакова. То есть Konami нам напрямую заявляет, что на легенду такой же шанс здесь, как и на любого трехзвездочного игрока. Итого, у меня 60 круток. Давайте посмотрим, чего мне здесь Konami надает хорошего или плохого. В принципе, реально ли за бесплатно получить легендарного игрока, на которого многие люди сливают десятки тысяч золота? На мобилке вполне реально. 2 поста в Телеграме я сделал. Ссылки на него в описании и закрепленном комментарии. Если тебе нужен донат на Android из России, тоже ссылки в описании и закрепленном комментарии. И, собственно, там появилась ссылка на мой второй канал. Вчера там вышло видео первое. Вот, огромное спасибо вам за поддержку. Там уже почти 450 просмотров. Вполне себе неплохо для второго канала, который абсолютно не связан с PES. Так что тоже можешь перейти, подписаться, оценить. Если понравится, добро пожаловать. Если не понравится, ну, шо поделать. Всем нравится, не получается. Выпадает мне первый 5-звездочный игрок, и да, Испания, но, к сожалению, не легендарный. Что здесь вообще хочется сказать по проценту? Значит, смотрите, как вообще посчитать процент? У меня многие люди спрашивали, очень-очень просто. Формула максимально простая. Смотрите, у нас 150 игроков, у нас 3 из них легендарные. То есть у нас 2% на легендарного игрока, пока не открыто ни одного пака. Естественно, когда игроков становится 149, там получается 2,01, ну и так далее, и так далее. Ну, я в эти десятые и сотые процента лезть не хочу. Испания 4 нет, все-таки не то. Вот, я в эти дебри лезть не хочу, поэтому считаем, пусть будет 2% на легендарного игрока все время. Там действительно изменения, ну, они практически не влияют. Так вот, формула максимально простая. 1 минус 0,98, это наши 2%, и возводим 0,98 в 60-ю степень. То есть единица минус 0,98 в 60-й степени. Таким образом это считается. Получается у нас примерно 70%. 70%, что за 60 круток, пока я не открыл ни одной, я поймаю легендарного игрока одного. Много это или мало? Ну, за 6000 золота, если открывать это на одном аккаунте, наверное, это не слишком хороший вариант. С другой стороны, сами знаете, некоторым падает с первой крутки, второй крутки. Тут, конечно, все зависит от рандома. И я почему-то уверен, что Konami этот рандом специально не ломает. Ну, то есть, как идет рандом, так и идет рандом. С другой стороны, в том же Телеграме я показывал видео, где мой товарищ открывал, и ему Макелеле выпал только на 149-й попытке. Тут, конечно, это либо очень-очень жесткий рандом, либо все-таки где-то там собака порылась. Что интересно, сейчас нам дали вот по 6 бесплатных круток, как вы помните, в 21 части нам давали по 3 бесплатных крутки. Так вот, если взять один аккаунт, да, условный, давайте Испания, может 5 звезд, нет, 3 звезды, не хочет мне давать 5 звезд. Так вот, если взять эти 6 круток, опять считаем по той же формуле 1 минус 0,98 в 6 степени, мы получаем, что за 6 круток у нас 11% на то, что игрок поймает, в общем-то, легендарного игрока, пользователь поймает легендарного игрока. 1 к 10, да, 1 чуть больше, чем к 10. Ну, маловато, конечно же. С другой стороны, дареному коню зубы не чистят. И, естественно, мы соглашаемся на то, что есть, при том, что золото в игре вообще не достать. Эти халявные крутки действительно людьми ценятся. Так вот, что интересно, в 21 части у нас было 6% на иконика. И считаем по той же формуле, на крутки было 3. Поэтому 1 минус 0,94, это наши 6%, и в третьей степени. И мы получаем 17%. То есть, оцените глубину прикола. Сейчас у нас 6 круток и 11%, что за эти 6 круток ты поймаешь легендарного игрока. А в 21 части было 3 крутки, но при этом это было 17%, что ты за эти 3 крутки поймаешь иконик игрока. То есть Konami, в общем-то, круток дала больше, а процент сделала меньше. И вот как хотите, так и крутитесь. Если честно, я не совсем понимаю эту политику Konami. Мне кажется, она достаточно странной. При том, что в 21 можно было получать золото с матчдеев, в 22 этого всего нет. При этом легенды у нас практически как обычные игроки. При этом процент в 3 раза уменьшили, и ты сидишь и думаешь: Konami, а вам не кажется, что что-то здесь не так? Мне кажется, вот нужно было вот этих легендарных игроков запихнуть в 21-ю часть, а иконников из 21-й запихнуть в 22-ю. То есть вот более сильные карточки, их сложнее поймать.
Так, Испания, может быть 5? Нет, 5 не будет, будет 3. И тогда логика бы выстраивалась. То есть в 21-й икон поймать легче, но при этом, ну, то есть вот этих вот легендарных игроков было бы поймать легче, но при этом они не особо лучше, чем обычные игроки. Вот, а икон с 21-й, который порядочно лучше, чем обычные игроки, запихнут в 22-ю, и именно поэтому их поймать сложнее. Ну, это чисто по моей логике. Логика Konami, пути Господни неисповедимы. Так, 3 звезды, Испания, нет, вообще не то, что мне нужно, ребятки. Я надеюсь просто, что за эти 60 паков мне хотя бы одна легенда выпадет. Вот серьезно. То есть у меня 70%, что за 60 паков выпадет одна. Вот я на одну примерно и рассчитываю. Конечно, если выпадет 2, будет кайф. Если выпадет 3, я вообще хренею. Но... Посмотрим. Тут все зависит только от рандома. Я улыбаюсь, когда читаю какие-то посты от людей. Вот, там 5 раз понажимал на карточку, 6 раз понажимал на карточку, сделал вправо-влево, шаманский трюк, и мне что-то выпало. Сидишь и думаешь, господи, ну вам же не по 8 лет, ну нельзя быть настолько наивными. Может, вы, конечно, еще верите и в Деда Мороза, и в программу «Доступное жилье для молодых семей», и в прочую фигню. Вот, но сами подумайте, если есть какая-то манипуляция, тут 2 варианта. Либо это баг. Но баг, который попадает в открытие паков, и они как-то связаны с тем, что вы что-то нажимаете в игре, это крайне маловероятно. Вот прям очень крайне маловероятно. Да, Konami криворукие дебилы, вот, но даже для них это просто перебор. Либо же эту комбинацию специально встроили в игру. И вот ответьте себе на вопрос, а зачем? А зачем эту комбинацию специально встроили в себе в игру? Мне как-то парень написал, ну, чтобы люди, которые, типа, хотят рекламировать Konami, могли легко выбивать себе легенд и икон, вот, и таким образом, типа, делать видосики. Я ему говорю, ну, во-первых, Konami хрен с кем работает. Это первое. Второе, если бы Konami хотела какому-то пользователю накрутить, они могут это сделать системно. Для этого не нужно вводить какой-то скрытый пароль в игру, вот, назовем это так. В общем, у меня логичного объяснения этому нет. Если у вас есть какое-то логичное объяснение, почему при определенных действиях шанс на легенду увеличивается, само собой, доказательств никаких нет, никаких цифр показать человек не может. Ну, просто не может. Вот. Это вот все из серии таких сказок нашего двора. Вот сделай вот то-то и получишь что-нибудь прикольное. У нас такое реально во дворе рассказывали практически про все игры, начиная от того, что там в черепашках ниндзя на определенном уровне нужно 5 раз поприседать, и тебе покажут сиськи. Ну, не черепашки, соответственно, Эйприл, конечно же, покажет сиськи. Есть Испания, есть 5 звезд, может быть, не может быть. Не может быть, выпадает Метоник Рос, к сожалению, счастье было так близко. Пока что паки уходят, а легендарных игроков мне давать не хочет. А хотелось бы, чтобы в этом видео все-таки легендарные игроки мне повыпадали. Кстати, многие уже почему-то решили, что на следующий пак с легендами нам снова дадут по 6 круток. Ребят, не надейтесь, это была разовая акция. Теперь следующие бесплатные крутки, я уверен, что будут хрен знает когда. Португалия. Сразу можно скипать, тут явно ничего интересного не будет. Ну и в принципе такое же отношение у меня и к фиолетовым игрокам. Konami снова, опять же, вот фиалок из 21 части нужно перенести в 22-ю, потому что, опять же, золото более сложно добывается, и хочется игрока, который лучше, чем обычный. А вот фиалок из 22-й можно перекидывать в 21-ю, золото добывается легче, и ты получаешь примерно такого же игрока, как и обычный, но просто сразу прокачанного. По-моему, это было бы вполне логично. Сейчас же охотиться за фиалками я считаю, что смысла нет. Но при том, что Konami сказали, что у нас, ребят, будет игра-сервис, то есть игра, рассчитанная на много-много-много-много лет, если она, конечно, не загнется нахер. Вот. Я уверен, что с каждым месяцем, с каждым там кварталом будут выходить все более и более сильные фиолетовые карточки. То есть, если сейчас фиалка практически не отличается от обычного игрока, то, допустим, через условный месяц она будет лучше на 1, может 1,5 там общего рейтинга, да? Потом через условные 3 месяца она станет лучше на 2 рейтинга. Через условные 6 месяцев она станет лучше, там, не знаю, на 3 рейтинга. Только таким образом Konami сможет сохранять интерес к игре и интерес, собственно, к пакам, которые они нам выдают. Правильно ли это или неправильно? Ну, как мне кажется, если рассчитывать реально на огромное количество времени, которое игра должна просуществовать, вот, то у нас слишком высоки у некоторых игроков рейтинги. Ну, то есть, представьте, да, там за год условный, ну, какой-нибудь 95-й игрок, не знаю, кого даже назвать, станет из фиалки 95, станет фиалкой 98. Окей, год прошел, будет 98-я фиалка этого игрока. А дальше шо? А второй год?
Хорошо, он станет 99, потом он станет 100, потом он станет 101, ну, то есть я считаю, что все-таки за сотку переходить нельзя. Наверное, в основном Konami решила, что будет бороться с нами контрактами, вот типа год прошел, либо продлевая игрока, вы сами знаете, контракты у нас только в магазине заебалы, стоят они заебательно много, вот, 25 тысяч за 60 дней, это, конечно, жопа полная. Ну и таким образом, конечно, нас мобильщиков обрезали, да, у нас составы с 21 части остались, легенды и икон, а по сути контракты мы им продлить практически не можем, при этом очень большое количество игроков, я не знаю почему, это вот, наверное, на эту тему надо было отдельное видео выпускать, просто остановитесь, не делайте так, вот. Почему-то решили всех свои, ну, короче, все контракты сходу поизрасходовать. Вот скоро эти 60 дней заканчиваются, все, у них легенда, иконы без контрактов, и взять их негде, по сути. Ну, может быть, там на пару контрактов ебалов у них есть на счету, но не более того. И, наверное, это будет удар. Многие люди просто скажут, да, я не хочу в это играть, не хочу играть обычными игроками. Ну, тут кто кому доктор, зачем было сразу все контракты использовать? Я на старте использовал 10, по-моему, или 10 или 11 контрактов, короче, сделал состав из икон, 3 звезды, мать вашу, ну, когда? Дайте мне 5, вот, дайте мне хотя бы 5, а желательно еще с желтым сиянием. Так вот, я на старте использовал 10 или 11 контрактов, при том, что всего у меня их было штук 50, а может и 60. В общем-то, мне, в принципе, мой играбельный состав до конца года хватит кормить этими контрактами. Но все равно сам подход мне кажется бессмысленный. Как, кстати, мне кажется, дичайше бессмысленный подход с стилями игроков. Ну, потому что это просто жопа. Все-таки хочется играть разными стилями, это дает разнообразие в игре. Вот сегодня я хочу поиграть в контроль мяча, завтра я хочу понавешивать с фланга, а послезавтра я хочу поиграть в быструю контратаку. Нет, вот ты стиль прокачал, как прокачал, так и играй. Konami такое ощущение, что специально загоняет нас в какие-то рамки и убирает возможности игры, которые игроками всегда воспринимаются хорошо. Разнообразие — это всегда хорошо. А Konami нас, по сути, заставляет, вот у тебя один состав под одну технику прокачан, так Испания может 5, нет, не 5, будет 4. Вот у тебя состав, вот под одну технику прокачан, и играй и долбайся. Не понравилось? О, ну шо поделать, собирай еще один состав. Это вроде как и принуждение к донату, а вроде как скорее это принуждение к тому, что плюнуть на игру. Вот я бы это больше так воспринимал. То есть я не назову, честно, вот eFootball донатной помойкой. Абсолютно не назову, потому что я знаю, я играл в донатные помойки, я знаю игры, в которых вообще не вывести. Так, Испания 3. Ой, идите нахер со своими 3. Какая-нибудь условный, не знаю, Warface — это донатная помойка. Потому что там постоянно выходят новые стволы, которые нагибают просто за то, что они донатные. Сказать, что у нас сейчас вот легенды нагибают, в 21 части иконы в принципе нагибали. Вот 21 часть можно даже больше назвать донатной помойкой, но там, во-первых, золото можно было доставать в игре, во-вторых, фиалки были некоторые на порядок даже лучше, чем легенды. Испания 5, так 5, Испания 5, но белая заставка нет. Это, к сожалению, не легендарный игрок, это Алаба. Хреново. Так что я больше про 21 часть мог бы сказать, что это донатная помойка. 22-я... Ну, действительно, легенды мало отличаются от обычных карточек. Обычные карточки, при этом некоторые на порядок даже лучше. То есть взять того же Эрнандеса, который просто имба-имбовая, Сона имба, Мэнди классный левый защитник Реала. Ну, то есть действительно собрать метовый состав вообще проблем не возникает. И спокойненько нагибай хоть легенд, хоть кого угодно. Но при этом игра скорее отталкивает от себя. То есть вот такими какими-то глупыми решениями она отталкивает от себя новых игроков, и приток действительно очень-очень слабо ощущается. Я это минимум ощущаю по просмотрам на канале, просто в яму сейчас мы улетаем, и реально вот с 17 части пьесы, я, конечно, не с 17 снимаю, я снимаю, по-моему, с 19, вот. У меня ни разу такой ямы не было. Ну и вы, в принципе, тоже по социальным сетям, по группам о PES можете по этому поводу судить. К сожалению, сейчас PES просто опять рухнул в яму такого полузабытия, в него остались играть такие самые верные, самые преданные игроки. К сожалению, потока новичков нет. А действительно жалко, потому что хоть какая-то конкуренция у FIFA должна быть, но, к сожалению, это не PES. Есть у нас Испания, есть у нас 5 звезд, может быть... Да, первая легенда мне все-таки выпадает, да, это говномариентес, хрен с ним, но все-таки я ловлю с бесплатного пака легендарного игрока. Все вполне реально, все в ваших руках, но, правда, от вас это никаким образом, к сожалению, не зависит. Ну что ж, первый легендарный игрок, можно еще и, в принципе, понадеяться на второго, если выпадет второй, это будет тема. Пока что у нас за 10 аккаунтов один человек с бесплатных паков поймал бы легендарного игрока, ну, плюс-минус, само собой,
это все вероятность и так далее. Но хорошо, да, Мариентес, да, говёный, но тем не менее. Ну, да, кстати, вот опять же я говорил, что многие регулярные игроки лучше, чем легендарные. Честно, я смотрю на того же Мариентеса, Элбера, Коллера. Ну ладно, у Коллера хотя бы прикольный геймплей, вот эта вот огромная шпала, которая охрененно играет головой. Кстати, я проводил голосование в Телеграме, и навесами играет 1% людей. Ну вот из тех, которые проголосовали. 1% Типа самая непопулярная тактика. Есть у меня идейка собрать состав под эту самую непопулярную тактику и попробовать им поразрывать дивизионы. То есть взять в нападение условных, допустим, Коллера и Холланда, ну, может, кого-то другого, так, еще 5 звезд. Не, такой халявы не будет, это было бы слишком жирно на один аккаунт сразу поймать 2 легендарных игрока. Не, к сожалению, не дало. Так вот, есть идейка собрать вот такой вот состав, то есть сделать, естественно, схему 4-4-2, в центр полузащиты, ну, скорее что-нибудь типа разрушителей, 2 опорников поставить, потому что через центр, ну, эта схема играться не будет. И на правый и левый фланг кого-то с охренительным пасом, то есть, например, условно на правый фланг Бекхэма, конечно же, а на левый фланг, ну, например, Неймара легендарного, которого, кстати, да, я сейчас тестирую, обзор на него будет завтра, я обещал, я сделаю, и сегодня вечером выйдет второе видео на моем новом канале, ссылка на него в описании и закрепленном комментарии, в общем, как обычно. Я, опять же, разместил в Телеграме пост с голосованием, вы проголосовали, выкладывать сегодня, хорошо, выложу сегодня, продолжим наше путешествие по Дьявольскому дому. Вот. Что еще хочется сказать по поводу PES? Наверное, все-таки Konami стоит прислушаться к мнению игроков. Петицию, кстати, подписало не очень большое количество человек. Я ожидал на большую реакцию. Я ожидал, естественно, вы, умнички, я уверен, что от меня переходили, я уверен, что от меня подписывали. Вот, но, сами понимаете, у меня не тот размер, который может влиять прям на все PES комьюнити. В РУ-регионе, да, допустим. Но кроме РУ-региона у нас есть еще огромное количество других регионов. И те же инсайдеры в Твиттере ее публиковали, но что-то люди подписывать не захотели. Не знаю почему, неужели их устраивает действительно вот то состояние, в котором PES находится сейчас, их устраивает политика Konami, но там, по-моему, 1005 уже подписей там есть, но сами понимаете, 5000 на весь мир, на игру, в которую вообще, в принципе, должны играть сотни тысяч человек, это вообще ни о чем. Мне кажется, Konami все-таки внимание, к сожалению, на это не обратил. Будем, само собой, надеяться. Я, кстати, даже попробовал, потому что я реально болею за эту игру, написать вот тем вот прыщавым пельменям, которые участвовали в киберспорте. Вот, от Konami, ну вы помните эти трансляции. Я попробовал им написать в инсте, но это слишком важные люди, у которых там по 1000 подписчиков, которые, 6 лет являются киберспортсменами по PES, и у них 1000 подписчиков. Это такие особы, их прям все знают. Вот, ну, короче, эти производители угрей и мамкины радости даже мне не ответили. Вот такие вот дела. Вот такие дела. К сожалению, я хотел с ними связаться, я хотел с ними поговорить на тему того, что, ребят, вы тоже вы являетесь лицами нашей игры, да, вас никто не знает, да, у вас лица немножечко угревые, но тем не менее вы являетесь лицами нашей игры, присоединитесь к этому, через вас в Konami можно достучаться, потому что Konami хотя бы с вами сотрудничает, но мои сообщения не были даже прочитаны. Аналогично я писал западным ютуберам, которые гораздо больше меня по размеру, с некоторыми я общаюсь, и я вам скажу, что, человек, на которого я возлагал самые большие надежды, зассал как маленькая сучка, говорит, нет, я снимаю, мне деньги с канала идут. Вот, а если я такое поддержу, Konami, ты понимаешь, может удалить канал полностью. В принципе, он прав, да, Konami, вот если прям им в задницу палку вставить, они могут просто снести канал, потому что игра принадлежит им, и мы используем их контент. Вот. В общем, да, не мне его за это корить, засал и засал, это его решение, я прям надеялся на его поддержку. К сожалению, поддержку и большого освещения наших проблем не будет, и, собственно, петиции тоже не будет, что печально. Так что боремся своими силами, и главное, чтобы игра нам всегда приносила удовольствие. К сожалению, чаще всего сейчас PES приносит только нервы. Есть Испания, есть 5 звезд, нет,
ну, не будет. Бензема мне выпадает, пока все хреново. Пока покачивая. Я, конечно, помечаю себе, что 5-звездочные игроки хоть как-то выпадают, но все-таки хотелось бы желтенькое сияние и каких-то легендарных игроков. Потому что сейчас у нас, кто у нас? В запасе один Мориентес, который, да, как бы легенда выпала, как бы бесплатно, но как бы говно. К сожалению, Мориентесом я поиграл уже в 22-й части, вообще не вкатил, вообще не зашел, да и многие легенды потеряли свои сильные стороны, и это, конечно, печалит. Есть Испания, есть 3 звезды. К сожалению, 3 звезды нас не интересует. Кто мне там, кстати, выпал? Хосе. Или Жозе, или Жозе, или Хосе. Да, по четвергу пока что неизвестно, каких легендарных игроков нам добавят, но мне кажется, будет что-нибудь не особо интересное, какой-нибудь мадридский Атлетико нам впихнут с Торресом и Форланом. Вот почему-то я подозреваю. Возможно, это связано с тем, что в понедельник у нас вышла селекция мадридского Атлетико. Но если в Атлетико Мадрид нам реально дадут пак, в котором будет 2 игрока, а не 3, это ж еще меньше процент. Это будет смешно. В 21-й части, как вы помните, такое практиковали. То есть у нас с Челси так было, с Манчестер Сити, с Манчестер Сити это вообще жопа. Никто нахрен не ловил ни этого, ни Гивана, ни Барри, они никому не нужны. При этом выходит пак, и любого из них поймать сложнее, чем Румениги. Где логика? То есть в Konami вот где логика? Давайте поищем логику, давайте поможем азиатской Даше найти логику. Но азиатская Даша, судя по всему, справляется и без нас, к сожалению. Ну и в четверг, конечно, у нас должны обновиться игроки за номинальные контракты. У нас номинальные контракты заканчиваются, и я думаю, там тоже будет опять набор, в том числе и 5-звездочных игроков, которых опять номинальный контракт можно будет получить в достижениях. Достижения у нас, цели, да, вы поняли, я думаю, о чем я говорю. Цели у нас тоже заканчиваются, вот, и, собственно, выдадут нам новые цели. Возможно, в этот раз, хотя, я понимаю, я знаю Konami, что они будут тупо точно такие же, и в течение ближайших 5 лет все цели будут просто раз в месяц обновляться, но они будут точно такие же. Но может быть, какой-нибудь фикус, 3 звезды, нахрен, какой-нибудь фикус, который стоит на окне у Konami, как-то пошелестел ветвями и сделал предложение, а давайте в следующем месяце сделаем более прикольные цели, чтобы там золото можно было получать, чтобы там, не знаю, легендарного игрока, которого можно было бы получить, там, не знаю, типа, наиграй 300 матчей за месяц и получи легендарного игрока. Прикольно было бы. Konami бы от этого не обеднела, но было бы прикольно, и игроки втягивались бы в игру. Я бы, по крайней мере, делал так, но, к сожалению, доступа к разработке у меня нету. И приходится просто говорить. Я рад, на самом деле, что я нахожу огромную поддержку у вас. Я понимаю, почему эта поддержка есть, потому что я рассказываю то, что происходит в игре. Я ее не пытаюсь захвалить, я ее не пытаюсь облизать, я не пытаюсь выдать из себя там что-нибудь типа, это говно, но FIFA еще больше говно, поэтому мы будем брать это говно, а вот то говно брать не будем. Я считаю, что когда у тебя выбор между 2 говен, вообще лучше ничего не выбирать. Это разрешено. Это никто не запрещает, законом не запрещено, ни одной религией не запрещено, всегда можно отказаться от говна. Другое дело, что почему-то eFootball, он же PES, такая хрень, что в нее постоянно возвращаешься. Ты можешь там 3 дня просидеть, продолбаться, удалить игру, а потом ты все равно скачиваешь, катаешь пару матчей, у тебя начинает бомбить, и такое ощущение, что eFootball держит нас всех на эмоциональном крючке. Так, Испания, 3 звезды, вот тебе, Так вот, это вот реально, eFootball это как девушка, которая тебе просто дичайше треплет нервы, но именно из-за вот этого океана эмоций ты все равно постоянно возвращаешься к ней. Короче, это называется эмоциональная наркомания. Вот мне кажется, PES работает по той же схеме. Он тебя выбешивает максимально, но вот те моменты, когда так, Испания... Но вот те моменты, когда он дает тебе что-то хорошее, дает тебе положительные чувства, ты просто это как дозу героина ощущаешь, такой классно, охерительно. В общем, эмоциональные качели в PES просто реализованы идеально. Ладно, потихонечку заканчиваются у меня паки, не так много осталось. Шансы, конечно, на то, что я поймаю второго легендарного игрока, еще есть. На мобилке действительно жестко повезло, так здесь вообще лиги нет, поэтому сразу можно пролистывать. На мобилке мне жестко повезло, выпало 2 раза Макелеле, причем 1 раз на основной аккаунт, причем с прошлой части на основном аккаунте у меня его не было, то есть вообще это 10 из 10 с
мурашками на кончиках пальцев ног. Ну, как видите, на ПК пока что такой удачи у меня нет. Я никогда не надеюсь на эти халявные паки, хотя в 21 части он там как бы и процент был выше. Все-таки люди достаточно часто ловили, а сейчас, заходя в группу, я крайне редко вижу посты там типа поймал с халявного, поймал с халявного. Сейчас с халявного практически никто ничего не ловит. Konami сделала чисто легенды это чисто контент для людей, которые донатят в игру. Ну, при том, что я вам уже сказал, что в этом pay-to-win я не вижу, наверное, можно в целом и так. 5 звезд Испания, ну. Ага, ну, белая заставка можешь. А Кампас, нахрен тебе не нужный, я вообще даже не думал, что у него, если честно, 5 звезд. Тем не менее, Konami 5 звезд ему нарисовала. Так что это такой контент для богатых, но при этом, который не особо поможет нагибать. Хотя Макелеле, конечно, очень хорош, вот честное слово. Да, и Неймар, если честно. Легендарный тоже очень хорош, но я думаю, вы дождетесь завтрашнего обзора и там уже посмотрите все это почетче. Так, последний аккаунт остается у меня. Здесь у меня один пак я нечаянно открыл без записи, поэтому здесь у нас 5 паков, но все равно как бы будет открыто 6 игроков. В этом паке легендарный игрок мне не выпал. И в итоге у нас выйдет ровно 60. Что ж, 70%, которые были у меня на легендарного игрока за 60 круток, хотя бы одного, в принципе оправдалось. Мариентес мне выпал, здесь я уже, конечно, ни на что не надеюсь, тем не менее, все-таки мы, да, открываем все это. И стоит подводить итог. Я считаю, что здесь все зависит только от рандома. Никаких шаманских фокусов, никаких там переключений или еще что-то не сработает, ребят. Это просто банальная рулетка, просто банальная программа. Повезло, не повезло. На мобилке мне повезло. Дважды я поймал Макелеле. Классно. Здесь на одном аккаунте... Так, мама, папа собирается на радиорынок, тебе не... Радиорынок? Что мне, может быть, пацаны, нужно на радиорынке? Радиорация. Что-нибудь такое. Нет, мам, мне ничего не нужно, но я, к сожалению, записываюсь, поэтому давай я тебе чуть-чуть позже отвечу. Вот мне просто интересно, а где здесь радиорынок? Для меня само название радиорынок это такое что-то из детства, куда я ездил по субботам утром поменять диски. Вот для меня радиорынок это что-то такое. Я не представляю, чтобы в Роттердаме вообще в принципе был радиорынок. Ладно, папа куда-то собрался, но мне ничего не надо. Есть у нас Испания, есть 5 звезд. Ну... Нет. Ну, и снова нет. Снова Бензема мне выпадает, к сожалению. А так красиво было бы, если бы мы сейчас на последнем аккаунте еще закончили легендарным игроком, и было бы все супер. Но нет, Морж. Хрен тебе. За 60 попыток тебе один игрок. Не более того. Больше не дадим. К сожалению. Ладно, наверное, буду подбивать какие-то итоги. Стоит ли это открывать? Когда на халяву? Конечно, стоит. Когда какой-то крутой стоп. Испания. 5. Ни хрена себе! То есть вы меня услышали и решили все-таки на последнем аккаунте, в последнем нахрен паке дать мне легендарного игрока. Ну красавцы, Konami, ну красавцы. Но теперь я напрягаю, что у меня здесь где-то стоит прослушка. Я надеюсь хотя бы без камеры, потому что мои видео уже улетали в сеть. Ладно, из-за меня, не из-за вас, но все же. Поэтому давайте, если что, позвоните, посмотрим, что вы там наснимали. Я не хочу, чтобы это попадало в сеть. Тем не менее, 2 легенды все-таки за 60 попыток я ловлю. Причем на последнем паке и на последнем аккаунте. Прикольно. Ладно, теперь вот уж точно подвести итоги. Стоит ли открывать? Конечно, когда на халяву дают, естественно, стоит и держать пальцы крестиком, вдруг что-то выпадет. Вероятность, я вам сказал, 11%, что с 6 бесплатных паков ты поймаешь легендарного игрока. Это пока ты не открыл первый пак. Вот так вот это считается. Вот, как это все считается, тоже вам рассказал. Можете сами посидеть с листиком, с ручкой и все это проверить. Стоит ли на это донатить? Ну, вот здесь, допустим, действительно классный Макелеле. Но Карлос для меня проходняк. Мариентес, само собой, для меня проходняк. Поэтому, если будет действительно какой-то крутой пак с легендами, наверное, донатить стоит. То есть, тот же какой-нибудь условный Румениги, он будет нагибать, там будет все классно. Райкард, Гулит, еще кто-то, Неста. На такие паки вполне себе стоит. Но пока, если ты просто хочешь легендарного игрока, стоит задуматься о покупке Месси или Неймара за 2000 золота. Во-первых, он гарантированный, во-вторых, там еще 10 игроков, а в-третьих, они оба классные. Обзор на Неймара будет завтра. Если хочешь задонатить с андроида, с российской карты, в личку мне в Телеграме, ссылки в описании, закрепленном комментарии. Второй канал там же. Спасибо, что так долго меня слушали. Ваше мнение по поводу этого всего почитаю в комментариях. На этом прощаюсь. С вами был Морж. До новых встреч. Пока.